За зданием, расположившимся напротив площади Советской и Фарного костела, прочно закрепилось название Баторьевка. Многие не раз слышали это название, и считается, что это была временная резиденция, где жил король Стефан Баторий во время ремонтных работ и перестройки старого замка. И якобы здесь, в подвалах, происходило первое анатомическое вскрытие самого короля для установления причины его смерти. Но часто можно услышать и другое название – дворец Сапега, построенный во второй половине 17 века. А Стефан Баторий правил в 16-м. Как же так, спросите вы? Вот и у меня возник этот вопрос. Строение имеет многовековую историю и окутано легендами и преданиями. Что в нем было на протяжении всей его истории и кто первый дал такое название Баторьевка, а также где все-таки происходило вскрытие короля? Давайте разбираться вместе. Исторически считается, что Баторий поручает архитектору из Пармы возвести дворец на главной площади города, которая называлась Рынок. Сейчас невозможно определить точную дату начала строительства, предположительно вторая половина XVI века. Причем в начале была построена более старая часть, правая. На ее месте сейчас стоит многоквартирный дом. Во время Второй мировой войны здание снова было разрушено. После войны наиболее поврежденная часть бывшей королевской резиденции не восстанавливалась и была разобрана. Остатки этой разобранной стены до сих пор можно увидеть, если обойти здание с обратной стороны. И выглядело здание совсем не так, каким его можем видеть сегодня. За свою многовековую историю оно перестраивалось бесчисленное количество раз. И даже в 20 веке здание выглядело уже совсем иначе. Это фото 1930-х годов. Мы видим балконы на фасаде и еще целую правую часть здания. И видно, что фасад выглядел совсем иначе. А на этой фотографии можно увидеть боковой вход, который сейчас отсутствует. И вдали еще видна колокольня Бригитского монастыря. Видите? Стефан Баторий жил здесь, пока строили и ремонтировали его дворец-замок, который сейчас называют Старый. Собственно, тогда замок был единственным. Тот, который мы сейчас называем Новый, еще не был построен. И здесь, в своей резиденции, король принимал посольство, выдавал привилеи, решал важные государственные вопросы и готовил планы военных походов. Баторий очень любил Гродно, благоволил ордену иезуитов, и после своей смерти король планировал передать это здание иезуитам в собственность. Баторий умер 12 декабря 1586 года, а здание иезуиты так и не получили. У них не было монаршего привилея на владение. Король просто не успел его написать, так как скончался скоропостижно, простудившись на охоте. Дальше, как пишет исследователь Гродно Виктор Саяпин о Баторьевке, позже, уже в начале 17 века, Баторьевка переходит к Масальске, а в 1680 году дворец перешел к Казимиру Сапеги. Предположительно, дворец был полностью перестроен и возведен для магната Казимира Яна Сапеги во второй половине 17 века. Отсюда иногда можно услышать второе название этой резиденции – дворец Сапег. И во времена Казимира Яна Сапеги, согласно некоторым исследователям, дворец имел облик, подобный Варшавскому королевскому замку, что якобы отражало претензии Сапеги на королевский трон. Предположительно, здание имело 3 башни со звездами на шпилях. В интернете есть фотореконструкции, автор Евгений Оснаревский, и можно предположить, что в 17 веке дворец имел вот такой вид. Обратите внимание, что здание имеет 2 этажа и центральный вход. С 1673 года Гродно стал сеймовым городом, и здесь проходил каждый 3-й сейм. Сначала с 1673 по 1678 заседания сеймов проходили в Старом замке, но во времена Северной войны в 1708 году замок был сильно разрушен, и для заседаний было решено перестроить один из гродненских дворцов Сапег. Выбор пал на Баторьевку, и в 1717 здание было снова перестроено уже для проведения в нем заседаний Сейма Речи Посполитой. Вот как это выглядело внутри. Реконструкцию тогда проводил немецкий архитектор Иоахим Даниэль фон Яух, и в эти годы проведения сеймов Баторьевка становится резиденцией Августа II. При короле Августе дворец был расширен с помощью деревянных пристроек, и позднее здание претерпело изменения в сторону упрощения внутреннего и внешнего декора. Резиденция получила ломаную барочную крышу и 3-й этаж. Барочная крыша и сквозной арочный проезд во внутренний двор очень хорошо видны на рисунке XIX века, созданном живописцем Наполеоном Ордой. Здесь хорошо можно рассмотреть, как в то время выглядело само здание, Фарный костел и строение вокруг. Позже, с момента восхождения на престол Станислава Августа Понятовского, многое меняется, и с 1779 года собственником дворца становится Антоний Тизенгаус. С 1777 по 1794 в Баторьевке работали комиссия Скорбова
и таможенный департамент Великого княжества Литовского. В XIX веке, в 1832 году, здание снова перестраивают, и оно принадлежит уже 11 владельцам одновременно. После пожара 1885 года внешний вид и планировка Баторьевки вновь были значительно изменены, и в ней уже находилась гостиница «Центральная», владел которой Мендель Лапин, и здание гимназии Барковской. Напомню, что еще в начале XX века площадь перед зданием выглядела совсем иначе. Там располагались строения, которые дошли до нас, увы, только на старых фотографиях. И во время Второй мировой войны многие здания на площади были разрушены. И после войны наиболее поврежденная часть бывшей королевской резиденции не восстанавливалась и была разобрана. А в оставшейся его части здесь работала средняя школа 45 Брест-Литовской железной дороги, был детский сад и школа киномехаников. В 1958 году здание было передано медицинскому институту. Откуда же возник топоним Баторьевка? Дело в том, что Элиза Ожешко называла это здание «Дом Батория», а первым топоним Баторьевка применил в своем труде «Гродненская старина» Евстафий Орловский в 1910 году. А что же с анатомическим вскрытием? Тут сложнее. Легенда гласит, что именно в подвалах этого дворца произошло первое на территории Восточной Европы документально зафиксированное анатомическое вскрытие. Придворные лекари Батория вскрыли и забальзамировали его тело. Напомню, что сделано это было по настоянию врачей. Уж очень скоропостижно скончался король и подозревали отравление, но подтвердилось только острое воспаление почек, возникшее под воздействием физического переутомления и переохлаждения. Король простудился на охоте, и все это привело к летальному исходу. Однако большинство исследователей считают эти сведения недостоверными, я имею в виду о месте вскрытия короля. Ошибка, вероятно, порождена неверным толкованием данных исторических документов, сообщающих, что короля анатомировали в здании напротив иезуитского костела, которым во времена Батория считалась так называемая Фара Витовта, которая располагалась напротив, а иезуитский костел Франциска Ксаверия, расположенный напротив нынешней Баторьевки, еще не был построен. Фара Витовта располагалась до 1961 года в сквере напротив Фарного костела. Там сейчас установлен памятный знак. Так что здание, где происходило все же вскрытие короля, располагалось, по мнению историков-исследователей, где-то в районе современного дворца текстильщика. А вот как Баторьевка выглядела в советские годы. Возможно, кто-то еще помнит это время. С созданием бывшей королевской резиденции связана городская легенда Гродно. Согласно легендарным сведениям, строитель дворца Казимир Ян Сапега был настоящим отцом Станислава Августа Понятовского, рожденного от любовницы, и таким образом являлся настоящим дедом последнего монарха Речи Посполитой. И после рождения сына дама якобы потребовала от Сапеги жениться на ней, но Казимир Ян прогнал девушку, а сына тайно пристроил в семью Понятовских, которые, по вполне достоверным историческим сведениям, являлись членами магнатской группировки Сапег. И на прощание бывшая возлюбленная, которая якобы была колдуньей, пообещала магнату, что он умрет страшной смертью после того, как услышит звон колокола. Сапега решил, что речь идет о костельном колоколе, и вскоре забыл о мрачном пророчестве. В одну из ночей в Баторьевке Сапега проснулся от громкого звона над ухом и увидел склонившегося над ним желтого гнома, который громко звонил в небольшой колокол. Магнат в ужасе вскочил с постели и, не разбирая дороги, побежал к дверям, но подскользнулся и упал, ударившись головой об изголовье кровати либо стоящий рядом комод, после чего скончался. Любопытно, что Казимир Ян Сапега действительно умер в Гродно 13 марта 1720 года. И после смерти князя желтый гном иногда показывается в подвалах и на крыше Баторьевки, а кроме того люди якобы слышат в здании звон колокола и смех. Вот такая история здания Баторьевки по улице Карла Маркса 1. И надеюсь, что теперь стало немного понятно, почему здание называется Баторьевка, причем здесь Стефан Баторий, что здесь располагалось в разные исторические периоды. И если видео понравилось, поставьте лайк и напишите хотя бы пару слов в комментарии. Это очень помогает в продвижении канала на YouTube. А я буду стараться находить для вас интересные исторические факты о нашем любимом городе Гродно. И как всегда, всех обнимаю, всем пока!